Дорогие друзья, приветствуем вас на канале Рыболов Копатель. Сегодня мы вдвоем с Биг Энтони ищем новые локации. Сейчас пытаемся проехать к озеру. Интересное озерцо тут есть на примете у нас. Едем по полевой дороге, по колее. Поле дубовое вообще. Под колесами автомобиля. Хищник кружится. Поле горевшее там вокруг озера. Вот хотим там попробовать походить, потому что много домов очень было. Ищем, где подъехать поближе. Всем привет. Обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь, пишите ваши комментарии. Антон, как у тебя настроение? Скажи. Хочется что-нибудь старенькое, кругленькое, плоское найти. Какую-нибудь монетку. А выпуклую нежелательно? Не, ну выпуклую это, не знаю. Кому как нравится. Я тебя понял. Хорошо, будем стараться, друзья. Все, приятного просмотра вам. Ищем место, подъезжаем и начинаем копать. Чудные птицы летают, друзья. Смотрите, ну вот сгоревший плацдарм, который ведет прямо к озеру. Вот тут вот дома все были. Сейчас пойдем ходить По клещевикам. По клещевикам, да, исследовать. А птички как поют. Батюшки мои, да, Антон? Вот по карте рядом с озером прям поселочек был. Видите, здесь сгоревшая, уже молодая трава поднимается. Вот. Обилие сигналов. Какая-то керамика, стекляшки. Велосипедный, наверное. Первая находка. Так, местность покопанная, видно, покопчики есть, но сигналы в изобилии, сигналы, я вам скажу. По меркам того поселка, куда мы с вами постоянно ездим, здесь, можно сказать, не копано. Потому что так, монетку поднял одну, рядовую, наперсток. Так что ходим. Перспектива есть, друзья. А вон озеро. Хороший сигнал. Пуговка со звездочкой. Ну вот уже третья монетка попадается. 1936 год. 5 пфенигов. Ходим, исследуем. Дома прям вокруг озера, получается, стояли. Так, что это у нас? Цветное. Ух ты. Это пряжка такая была. Пряжка была интересная. Бронза. Это вот в кожу, наверное, крепилась. Кто-то копал совсем недавно.
Тут вот дорога, видимо, была. Пошли дорожные сигналы. И смотрите, какая пуговка интересная, ребят. Орел какой. Зачет. Смотрите, какая зачетная. Советские находки тоже попадаются. Звездочка вот вылетела. О, авиация пошла. К сожалению, звездочка ушла. Похоже, и горела еще. Не нравится, да, тут что-то нам? Ужасно, блин. Что-то какое-то такое, много мусора столько. Ну, мусор, блин, там хотя бы там, ну, мусор цветной какой-то, а тут какая-то шняга, блин. Салфетки, блин, алюминиевые. Ну, так вот, всякого хлама, короче. Сейчас поедем дальше, посмотрим. В принципе, тут можно ковыряться, но прям сильно большого желания нет. Поедем дальше. Лучше разведаем больше. Вот мой промежуточный результат, друзья. Ну, пуговка, конечно, тут порадовала. Советики, пуговки советские, вон звездочка, пряжка, катафот, ну и цветняшки всякие. Цветняшки, 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 цветняшки. Поехали дальше странствовать. Шли Пашинку, друзья, вообще очень далеко от дорог общего пользования. Что там говоришь, Антох? Ну, вот мы на бугре стоим, железная дорога шла. И вот куда ты камеру навел, получается, два дома с подходом сюда. Вот здесь какая-то развилка была, где мы стоим. И сзади нас еще один дом тоже с дорогой сюда. Здесь, походу, как станция была, видимо, маленькая, может. Отлично. Сейчас таблички будем искать и прочие статуэточки. Не переключаемся, друзья. Ребят, прикол. Смотрите. Антоха пошел на то поле. Вот машина стоит. Вот сигнал. Думал, пробка. Смотрите, что вылетает. Посмотрите. Сейчас вы офигеете от состояния, друзья. Не является пропагандой ужасов войны. Только история. Смотрите. Состояние, друзья. Я просто в шоке. Батюшки мои. Сейчас надо тут повнимательней дорожку эту пробить. О, монетка, видите, торчит. Советы 10 копеек. Сейчас вот спустился с поля. Видите, тут озеро похоже было. Такое углубление. Сейчас оно сухое. Поймал сигнал. И один прусский пфеник. Это 1800-е года, но он такой уставшенький. Но сейчас пройдем, посмотрим. Здесь никто не копал, это точно.
Интересная находка, друзья. Смотрите, вытаскиваю, сразу понимаю, что птичье кольцо. Так оно еще и с косточкой даже. Сейчас почистим и посмотрим, что это было. Посмотрите, и косточка птичья маленькая. С ножки. 17 ПЛ 31. И вот номер. Ну, какая-то птичка была окольцована, причем не сильно большая, судя по размеру кольца этого. Такая находка. Давайте дальше исследовать водоем. Дальше пломба у нас большая какая попадается. Опа. Тут символы какие-то. Сейчас почистим. Что-то на непонятном. Плюс колосья. Кто знает, что за масонские символы изображены здесь, пишите, конечно, друзья, в комментариях. Интересную локацию увидел, друзья. Вот сверху насыпь вот это железная дорога немецкая была. А тут вот речушка течет, а там арка и вот это мост. Все это тоже немецкое строение. Давайте подберемся поближе и посмотрим вместе с вами. Ага. Здесь я не перейду, наверное. Хотя вот тут вот. Блин, клещевики такие. Кошмар. Топь здесь. Чача. Не уйти в болото, главное. Смотрите, ребят. О, красота какая. Блин, сапоги текут, плюс клещевые места. А так хочется посмотреть, что там, пробраться туда. Главное не соскользнуть туда. Опасности подстерегают повсюду. Смотрите, там сталактиты. О, а! Ветер какой. Интересно. Вода чистая какая. Здесь бы с прибором пройти, конечно. Сейчас, может, и залезем. Сигналы есть.
Алюминиевая проволока. И железнодорожные пластины, короче. Ничего интересного. Пойдем на поле. Тони звонил, вроде серебришко поднял, ребят. Поймал неплохой сигнал. Давайте в прямом эфире его попробуем. Ага. Вот они все пробы, друзья. Вот они вот этим вот и заканчиваются. Алюминиевая проволока. Блин. Проволока и сигнал. Ну тут уже поинтересней. Пуговка. Вторая с орлом на сегодня. Приятный сохран. Взгляните-ка, что дальше попалось. Раскладной нож. Сейчас его почистим щеточкой нашей латунной. И посмотрим, разберемся. Немножко почти что даже как новый. Смотрите. В щевелку его кинуть, да он еще послужит. Он еще черемшу постругает в лесах. Милота, друзья. Лайкосы. Ну, сегодня у нас с вами, ребят, прямо день советов. Владимир Ильич Ленин, Ульянов, звездочка. Сейчас почистим. Красота какая, батюшки мои. А не зачет ли, друзья, скажете вы? А не зачет ли? Посмотрите, красота какая. Ну это просто антураж. Мешики фон ту репит, жетем, жетемо, нон блю. Вообще. Он словил какой-то сигнал. Ну ты ковбой. Да ладно. Все заработал. Что-то такое пипикает. Тут проволоки много, кстати. Да, вот она есть. Нет? Нет, что-то маленькое мятое. Пуговица, что ли, или монета? Монета. Один феник, наверное. Факт. Старая что-то очень. Ну-ка, дай, подожди. Да, прусский феник. Прусский феник, ребят. Сила монеты ломаешь сегодня, я правильно понимаю? Да вообще марку дал, блин, лопатой. Ну она там и старый у нее слом. И ну, ты я добавил. Тоже дал ей. Смотрите, борода как рыжеет из-под шляпки. Ну да. Он краснеет. Сейчас такой сигнал был, друзья. Я вообще в шоке. Просто не ожидал такой находки. Я вообще даже не знаю. Вот дорога идет. Здесь же и старая немецкая дорога была. Вот. Тут сигнал был. И смотрите, что выкапываю. Как вы думаете, что там? Вы готовы? Вы готовы, друзья? Смотрите. Вау, блин. Вот такой вот червячок. Беременный. Отпускаем. Поймал, отпусти у нас, друзья. Сорвалось, не грусти, говорит. Ну что, друзья, цветничок сегодня был. Цветничок был какой-никакой. В виде рыжих клещей, 28 штук. Да, Антон 28 клещей снял по находкам. Ну вот так вот получилось. Монеты в разнобой, советы, не советы. Пуговки попались с орликом 2, причем разных периодов. Фенинги кое-какие по Володе Ульянову, Ленину сработали сегодня. Ключ вот еще попадался, не знаю, Антон говорит советский, наверное, но номер какой-то стоит 24, не знаю, может и немецкий, в дороге был. Так, ну больше всего мне порадовал, конечно же, бычий глаз. Сохран такой, производитель Гес-Гесч. Антон, короче, сработал по монеткам сегодня. Вот такая у него интересная попалась. Не серебро это, к сожалению, ребят. Ну, марка. Да. Странно.
Рейхсмарка 1934 года. Никелированная, что ли, она, или вообще из никеля полностью состоит. Я вообще никогда не находил такую. Но вот она, видимо, была надломлена, и Антон еще добавил лопатой. Потому что сзади-то трещина старая, совершенно однозначно. Ну и всякие безделушечки. Фенинги, шменинги, цветняшки. Вот так у нас получилось, друзья. Все, будем отправляться, да, Антох? Находились. Клещи были, да, сегодня очень? Причем вот на такой траве невысокой. На короткой, да? Да, по башмакам прям в шнурки залазят. Вот собаки, надо сейчас проверяться будет, друзья. Все, пошла тема, друзья. Красота. Благодарствуем всех за просмотр, друзья. До новых встреч, пишите комменты, ставьте палец вверх. Всем пока и всем мир. Антоха наелся, говорит, говорить даже, говорит, тяжело. Наелся, находился. Хитрец. Находок, ё-моё. А марка у тебя крутая же. Оболгал меня, блядь, что серебряная. Ну не, ну марковые. Да, я реально, я такую марку реально не видел. Я почитал, получается, одна. Они все серебряные были, как бы, по-моему. А Антон говорит, вот одна была никелевая. Все, всем пока. Мечтал найти марку, блядь, ты нашел, блядь, это, блядь, не серебряную.